Сегодня превратим пластиковое ведерко в стильное фактурное кашпо. Дренажное отверстие делаю паяльником. Я нарезала бамбуковый шампур. Подойдут и палочки для суши. Ножки из палочек – это не только декор, это прежде всего защита от влаги при поливе, так как основным материалом будет папье-маше. Для лучшей прочности и влагоустойчивости добавляю в массу папье-маше сухую финишную шпаклевку. Здесь я использую папье-маше из яичных лотков. Для создания грубой каменной фактуры я взяла грубую массу, зависит от степени размельчения блендером, с той же добавкой шпаклевки. Ссылку на рецепты массы папье-маше оставлю в описании под видео. Яичную скорлупу очистите от пленки и обезжирьте, помойте с мылом. Скорлупа создаст интересную фактуру, похожую на треснувшую керамику. А эта кофейная капсула станет мини-горшочками для кактусов. И кофейную гущу я тоже буду использовать. Наполняю массой папье-маше. И кофейной гущей. Это добавит реализма. Основу для мини-кактусов делаем из фольги и зубочистки. Как следует вдавливаем в заготовку. Кофейная гуща создаст дополнительную интересную текстуру. Я прикладываю влажную кофейную гущу на сырое папье-маше. И отправляю на просушку. На следующий день, когда верхний слой просох, берем клей ПВА, разведенный водой, и грунтуем фрагменты с кофейной гущей. И уже сушим окончательно. Ножки покрыла тонировочным лаком. Можно просто окрасить акриловой краской. Окрашиваю акриловой краской темно-коричневого цвета, так, чтобы краска попала во все углубления. Густую краску слегка разведите водой. Послойное окрашивание позволит выделить фактуру. Наношу бирюзовую краску методом сухая кисть. Смотрите, как проявляется каждый бугорок и трещинка. Капсулы обезжириваю ацетоном.
Здесь тоже послойное окрашивание с просушкой каждого слоя. Темно-коричневый разбавляю водой до прозрачности. Старой разлохмаченной кистью обозначим колючки. Теперь смешаю белила с каплей бирюзы. Высветляю самые выпуклые места сверху. И кое-где кофейную текстуру. Между слоями краску обязательно сушим. И последний слой золота совсем не яркое, больше похоже на песок. При желании можно подправить эти плиточки. Покрываем акриловым лаком. Посмотрите, какой разнообразной получилась фактура. А послойное окрашивание объединило разные текстуры. Горшочки, также послойно окрашенные, теперь не выглядят пластмассовыми. Вся работа заняла 2 вечера, не считая просушки. Многие скажут, проще купить готовое кашпо, ведь время и краски стоят денег. Возможно, но ни один покупной горшок не даст такого чувства восторга, когда из обычного мусора под твоими пальцами рождается фактура камня. Это хобби, это поиск, это радость творчества, а ее не измерить никакими расчетами. Увидимся.